Сейчас нам уже запрещают говорить о том, что мы живем в цифровом гестапо, но я со своей стороны предлагаю, друзья, пройтись, а как мы пришли к этому цифровому гестапо, в котором уже запрещают даже говорить о том, что это такое. Итак, начнем с фундамента, как он закладывался. Федеральный закон еще от 2019 года, 475 о цифровом профиле гражданина. Все твои данные из разных ведомств начинают собираться в один цифровой паспорт на госуслугах. 22 год, главный поворотный момент, декабрь, федеральный закон. Теперь, в то время как все внимание кое-куда отвлекается в 22 году, вся ваша биометрия, лицо, голос обязана храниться в единой биометрической системе. Коротко она называется ЕБС. Не путать The Best и ZBS, как говорит молодежь, потому что вообще наоборот. Коммерческим банкам и компаниям запретили держать свои базы. Все стекается в одну государственную систему. На этом этапе госуслуги превращаются из удобного портала в центральный хаб всех твоих данных. И ваших, собственно говоря, детей, родных, близких, самых незащищенных. И начинается уже старт реального, так сказать, пилота. Это 23 год, 15 августа, ЦБ запускает пилот цифрового рубля с реальными деньгами. Сначала 11 банков, 600 физлиц и 30 компаний в 11 городах. К этому времени уже активно подключают людей к биометрии через банки и госуслуги. 25 и 26 ускорение. Обратите внимание, никакие такие яркие события, куда все внимание либо туда, либо на увеличивающееся кладбище, здесь все идет грамотно своим потоком, скажем так. Это не связано с безопасностью или какими-то беспилотниками. Все закладывалось тогда, когда еще эта опасность только зарождалась как, словно, отвлекающая тематика. Итак, идет ускорение. 25 год. Взрывной рост биометрии. За год число самостоятельно зарегистрированных в ЕБС выросло в 3 раза. До 10 миллионов человек к апрелю 26. 1 октября 25. Подготовительный этап цифрового рубля. Это уже люди называют как карточная система, когда тебе дают какое-то количество, больше того, тебе навязывают, где это тратить, как это тратить, а то ведь можем и забрать. Вот просто ничего не объясняю. Нарисовали, забрали. Мне попадалось это в фантастических фильмах, но это какая-то такая параллельная реальность, и причем не очень глубокий смысл. Но в жизни, в реальности это увидеть, конечно же, производит впечатление. Пилот расширяется. С 30 сентября 2025 можно использовать приложение госуслуги вместо паспорта для подтверждения возраста, получения посылок, прохода на объекты и тому подобное. 23. Все это параллельно, кстати говоря, сопровождается, но это еще раньше начиналось, утекают данные, и это еще я рассказывал через Ильмана Мехтиева, это такой глава НАПКИ был, объединение коллекторских агентств, они пролоббировали, чтобы из госуслуг, если вы думаете, что там как-то случайно, только мошенники только могут туда забраться, это довольно давняя история, прям несколько лет и назад это происходило, когда все, собственно говоря, все это формировалось. Вот этот Ильман Мехтиев, человек, как я его называю, с одухотворенным лицом, он от его имени было пролоббировано, чтобы госуслуги делились вашими данными. Ваших детей, там, если, может быть, кому-то понадобятся подробности ваших детей, где они, какой у них телефон, и третьим лицам. Но все под благовидным предлогом, мол, для коллекторов, если они что-то ищут там и хотят собрать долги. Вроде бы логично. Но почему-то одновременно совпало огромное количество, просто вал, резонанс, появляются целые колл-центры. Не в Украине, тогда еще это не было мейнстримом, болтать все про Украину, мошенники на Украине. В России они благополучно появляются, колл-центры, которые представляются силовиками. Просто кто-то, может быть, подзабыл, и сейчас под влиянием, что мошенники в Украине. Еще раз, это появлялось еще до 22 года, когда я Ильмана Мехтиева вот этого рассматривал достаточно подробно, вот это странное решение. Тогда звучало то, что госуслуги могут делиться с третьими лицами. Больше того, тогда же под это и подтянули, что если вы в банк просто обращаетесь, вот дали паспорт там, на получение кредита, ваши данные официально утекают третьим лицам. Вы просто зашли, а что там, какие правила, вот взять кредит хочу, небольшой, не знаю, на самокат не хватает, там 3 копейки. Вы оформляете, все законно, банк, это же закрытая система, это же индивидуальные ваши личные данные. Так вот, и вам скажут правила.
Вы паспорт забрали, сказали спасибо, я подумаю, и ваши данные потекли. И тогда был взлет колоссальный вот этих колл-центров, причем крупных колл-центров, которые названивали. Тогда, если кто-то помнит, еще представлялись, там, с вашим родственником что-то случилось, там, давайте взятку, ну, что-то вот этих акцентов даже было больше. Но самое главное, что уже получали тогда данные, причем очень массово. Целые колл-центры работали просто по людям. Итак, возвращаемся. 23 июля 25 Путин подписывает закон 248 о поэтапном внедрении цифрового рубля. Ключевой момент, ну, что называется, да, то есть помывка, побудка, не знаю, оправка, я вот вспоминаю слова, которые подойдут к этой цифровизации такого типа. Ну и отбой как-то, я не знаю, да, а еще покушать же вам надо. Значит, как это называется, там, в армии, еще где-нибудь, не знаю, в тюрьмах, вот такие словечки, дописывайте, чтобы мы как-то все это могли уже сопроводить и правильными терминами, друзья мои. Со своей стороны, да, нам со своей стороны прислали вот такую форму жизни, но со своей стороны пора уже вводить определенную терминологию, мне кажется. Ключевой момент, 26 год, 1 сентября 26 массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки обязаны дать клиентам возможность, это не тот цифровой рубль, как криптовалюта, где вы получаете свободу. Нет, это полная противоположность. Крупнейшие банки обязаны дать клиентам возможность открывать кошельки, переводить и платить цифровыми рублями. Для бизнеса с выручкой больше 120 миллионов в год прием цифрового рубля становится обязательным. Дальше поэтапно до 2028 года подключать будут уже остальные банки. Сейчас на госуслугах такое ощущение, что не идет никаких боевых действий. Ну, то есть ничто не сбивает вот эту хронику происходящего. Вот на это и обращайте внимание. Я вот, например, обратил. Сейчас на госуслугах зарегистрировано больше 120 миллионов человек, ежедневная аудитория 14 миллионов. Все это вместе работает как, конечно же, полноценная отлаженная система контроля. То есть, ну вот я бы сказал слово «ГУЛАГ», но может быть вы скажете слово «свобода». Давайте поспорим в комментариях. Так что единая точечка у нас такая входа в эту историю, это госуслуги плюс ЕСИА, единая система, цифровой профиль, ЕБС, естественно, как такой совершенно идеальный финал, вишенка на торте. Да, те самые эти деньги, контролируемые. Государство видит тебя целиком, кто ты, где живешь, сколько зарабатываешь, на что тратишь, симпатичная ли ты девочка 14 лет. Я на всякий случай дополняю, потому что хрен его знает, кто будет получать доступ к вашим данным, если в сторону все вот это вот глобально надо смотреть. А перейти на частности, а потом пропадают несовершеннолетние, непонятно куда, непонятно почему. Они Анисимовой в Тюмени позвонили из правительства. Ну, правда, это было давно, это еще 10-е годы. Ну, хотя уже процесс-то в каком-то смысле шел, да, если вспомнить, опять же, Ильмана Мехтиева. Цифровой рубль – это программируемые деньги, собственно, что в чем суть. В отличие от обычных безналичных, ЦБ теоретически может задать правила. Эти деньги можно тратить только на продукты или на какие-то конкретные продукты, ну, например, тухлятину, чтобы не выбрасывать, это я опять от себя добавляю, ну, такое имхо мое, эти только в определенном регионе. Замечательно, правда удобно. Особенно удобно для соцвыплат и бюджетных денег. Ну и биометрия, конечно же, как ключ уже доступа к вашей жизни, ко всему. Сдал лицо, голос, а дальше могут это все дело подбросить, ну, дело какое-нибудь закрыть, если вы где-то рядом проходили, а почему нет. Еще раз, здесь же ведь зависит в чьих руках. Дальше уже можешь получать услуги удаленно, ну, либо уголовный срок, наверное, дипфейк какой-нибудь еще дорисует, ну и тебя можно идентифицировать, естественно, в любой момент без паспорта. Короче говоря, вот пошло по этому пути, где можно это все, в принципе, да, то есть сопроводить словами того, что для удобства, а можно сопроводить и какими-то другими. Опять же, ваше право сопровождать. Я все-таки стою на стороне других слов. Конец анонимности, естественно, полнейший. Наличка постепенно теряет позиции, когда больше... Я просто в виде магазина могу, да, то есть кто-то, да у меня наличные, я не буду пользоваться. А кто вам сказал, что вся система не будет под это подстроена? Добавил бы я с своей стороны. Большая часть расчетов уйдет уже в цифровой рубль, безнал, плюс бюджетники все на них. То есть это какие-то единичные, я буду держать наличку. А где вы их возьмете, эту наличку? Покупки, ну полежат они, а вам еще и проведут реформу денег, и ваша старая наличка вообще не будет играть никакой роли. И вот я предугадываю, давайте проверим. В очередной раз ошибусь и скажу, что рад был ошибиться, но опять не сбылось или не сбудется. Мы можем предсказать скорую смену, реформу, наверное, денежных знаков. Ну, я, конечно же, отчасти иронизирую. Друзья мои, в любом случае пишите, как вы это видите, как вы это думаете. Может быть, я в чем-то не прав, может быть.
вы знаете как-то больше каких-то подробностей. И обязательно увидимся в следующих видео, разборах и попытке понять, как все это работает. Если вдруг каким-то образом, случайно или специально, вы не забыли подписаться, написать комментарий, распространить видео, ибо в этой ситуации, ну, скажем, здесь есть смысл глянуть уже и глобально, отходя от конкретных событий, а глобально, чтобы нам общаться и делиться этой информацией. Делиться нам мешают очень активно.